Продолжаем видеоурок вождения по городу с элементами выполнения всех обязательных по регламенту упражнений. И будем оценивать действия ученика. Значит, машина стоит зафиксирована, поворотничек пока выключен. Не знаю, как будет происходить инструктаж в новых условиях. На прошлом экзамене инструктаж делали групповой. То есть всех собрали сдающих в город. Сразу зачитали все, как будет проходить экзамен. И после этого, когда инспектор садился в машину, он задавал только один вопрос коррупционного характера. Не предлагал ли кто-нибудь помощь за вознаграждение в сдаче экзамена. Ну, естественно, отвечаем нет. И после этого он дает команду, начинаем движение от правого края проезжей части. Значит, в этой ситуации должен быть двигатель заглушен и приборы ближнего света фар выключены. Ну, у нас на машине есть дневные ходовые огни, и на прошлом экзамене вот глушить двигатель и заводить его снова он никому, инспектор, не давал такую команду. Не знаю, может быть будет такое, может быть не будет. Ну, как бы готовьтесь, вы знаете, как заводить двигатель. Нам это сейчас не обязательно. Команда поступает, начинаем движение от правого края проезжей части. Прежде чем начинать движение, скажите все-таки фразу, что на машине есть дневные ходовые огни, поэтому не будем включать ближний свет фар. Почему я так рекомендую делать? Потому что поворотники находятся на одном и том же рычаге с переключателем ближнего и дальнего света фар. И если вы неаккуратно будете пользоваться поворотниками и нечаянно включите дальний свет фар, вам могут засчитать лишнюю ошибку, которая вам вообще не нужна. То есть вот из этих соображений. Начинаем движение от правого края проезжей части. Не забываем про ручник. У нас на табло есть красные огонечки. Если он моргает, значит, смотрите, что-то не так. Если прежде чем тронуть, все равно смотрите на табло, где там поворотники моргают, правильно ли вы включили. И все такое. С правой стороны дороги выбираем место, если будет, для постановки автомобиля с поворотом на 90 градусов и с использованием заднего хода. Вот я вижу, что место есть. Ты смещаешься направо. Правый поворотничек. Как только начинаешь смещаться, сначала поворотник, потом смещение. Руль вывернут до упора. Смотрел в зеркало. Инспектор следит за вашими действиями, поэтому обязательно смотрите по сторонам. Пока вы едете медленно, может измениться ситуация на дороге. И, соответственно, будет что-то. Лишнего ехать тоже не нужно. Желательно останавливаться чуть-чуть больше, чем на этой паркованной машине. При движении назад всегда ехайте черепашьим шагом. Потому что если вы вдруг что-то не увидите, такое очень часто бывает, видели, наверное, машины с разбитыми бамперами задними ездят, с разбитыми фонарями. Это все связано с тем, что сзади могут быть столбики, какие-нибудь невысокие предметы, которые не видны ни в зеркала, ни в принципе, да. И, естественно, при движении назад мы можем их зацепить. Так вот, чтобы были минимальные последствия, двигаемся назад с минимальнейшей скоростью. Выезжаем с парковочного места направо. Не, давай налево, чтобы здесь уж все упражнения повыполнять, а потом уже поедем далее. Ну и что ты навстречку выехал? Я что-то забыл, я подумал, что здесь одна сторона. Ну мы только сейчас ехали в том направлении сюда.
забыл. Выбираем место для совершения параллельной парковки с постановкой автомобиля параллельно бордюру с использованием заднего хода. Ну давай, чтобы сложнее было, выполним это между вот этими двумя машинами. Вот обратите внимание, здесь расстояние между машинами примерно чуть меньше 2 корпусов. Правый поворотник включен, поравнялись с этой машиной, выкручиваем руль до конца направо. Ну, можно, если можно, считай, еще чуть-чуть можно. На самом деле еще чуть-чуть можно. Выкручиваем руль до конца направо. Смотрим за безопасностью. Включаем заднюю передачу. Начинаем задвигаться. Теперь у нас задача, помимо этого угла в 30 градусов, выбрать зазор между машиной, которая будет по левому зеркалу, и проекцией нашего борта не менее метра. Поворачиваем, задвигаемся назад примерно до угла в 30 градусов и смотрим по левому зеркалу, как у нас там идет зазор. Вот пока наш борт машины смотрит на эту машину, нам надо вытащить там метр, чтобы был пустоты. Минимум метр, чуть больше сделать. Примерно так вот. Это вот минимальное расстояние между машинами. Выравниваем руль. Задвигаемся назад. Опять же до соблюдения этих двух условий. Первое условие 30 сантиметров 50 до бордюра. И второе условие, морда машины должна быть на уровне впереди стоящей машины. Еще чуть-чуть проехали назад. У нас сзади еще примерно метр до бордюра. Можно еще метров, сантиметров 20, 30, 40 проехать. Еще можно проехать. Так, останавливаемся, выкручиваем руль до конца налево. И задвигаемся назад до параллельного состояния. Лишнего ехать не надо. Чуть не параллельно. Ну, это вот уже нормально. То есть, в принципе, мы стоим достаточно безопасно, мы стоим на парковочном месте, вон там девушка испугалась, решила уехать. Упражнение выполнено. Так, ну, будем считать, что машина здесь стоит, у нас полностью вывернутый руль. Начинаем движение вперед, как бы выезжаем с этого парковочного места. Помним, что руль у нас вывернут до конца, поэтому выезжаем до уровня стоящей той машины правой фары и начинаем потихонечку перекручивать. Медленнее ехай, быстрее крути. И когда ты едешь, обязательно смотри за расстоянием между правым боком машины и стоящей машиной. Так, выбираем место для выполнения разворота в ограниченном пространстве и выполняем маневр. Сразу прижимайся направо. Значит, как мы выбираем место? У нас должно быть достаточно широко впереди. Ты не совсем близко прижался, ну ничего страшного, здесь дорога широкая. Левый поворотник, до конца руль выкручиваем налево. Смотрим за безопасностью. Что-то не получилось с правильным подходом. Начинает, поехали. То есть максимально вперед, но не наезжаем на бордюр. Двигайся, 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 двигайся. Медленнее. Пусть так будет. Перекручиваем руль до конца направо. То есть это у нас 4 оборота получается. Включаем заднюю передачу. Двигаемся назад ровно настолько, чтобы нам можно было выехать вперед. Достаточно. Левый поворотник включаем, перекручиваем руль. Первую передачу и поехали. Вот тут у нас машина идет справа. Нам надо сейчас убедиться, что она у нас либо остановится. Она у нас остановилась, пропускает нас. Поехали. Ну вот. Двигатель заглох. То же самое со второй машиной. Сначала убеждаемся, что она нас пропускает или проезжает. Только потом начинаем движение. Поехали.
более-менее выполнено. С одним штрафным баллом за неуверенное пользование органами управления, за то, что заглох двигатель. Поворачиваем направо на дороге. У нас тут по-другому невозможно, потому что выезд на дорогу с односторонним движением. Убедились, какая у нас передача перед выездом. Раз мы остановились, смотрим, какая передача. Набираем максимально разрешенную скорость. Поскольку у нас максимально разрешенная скорость 60, и мы едем около 60, а все водители могут пользоваться льготой по превышению скорости на 20 км в час, у нас очень сложно совершить обгон или опережение. То есть этот маневр у нас не всегда будет получаться, исходя из ситуации. Да? Сейчас вот мы едем с максимальной скоростью, а грузовик едет так же. Мы не можем его обогнать. Ну а вот едут с превышением, которые нас догоняют. Левый поворотчик сразу включай, потом смотри в зеркало, потом только уже определяйся, что делать. Потому что другие водители не могут понять, что ты там хочешь сделать. Надо сразу обозначать. Двигаемся направо. Можно было чуть-чуть позже включить поворотник, потому что здесь есть проезд, могут засчитать, что это неправильно. Широковато ты вышел. На перекрестке поворачиваем направо. Ну вот, наверное, считается. На прошлом экзамене была такая же команда, и как раз здесь парень проскочил мимо, и инспектор ему дал 3 балла за то, что он проигнорировал задание экзаменатора. Четыре балла можно получить, чтобы сдать экзамен. 5 балл уже лишний. Нет, у нас все ошибки очень дорого ценятся, как и штрафы, в общем-то, для водителей тоже драконовские такие. Так тебе могут записать сколько угодно баллов. Тебе главное, что если превышение, направо поворачиваем. Ну вот здесь вот тоже есть место, где могут попросить сделать парковку задним ходом. Еще раз объезжаем его. Также выезжаем направо в сторону движения по одностороннему движению. По дороге с односторонним движением. Доезжаем до края пересечения проезжих частей, смотрим за безопасностью. Смотрим, как далеко мы от края проезжей части. Широковато вышел. Еще раз поворачиваем направо.
сейчас на пределе прошел по правому повороту. Чуть поближе надо. Все очень просто. Когда остановись справа. Выбери место для остановки, выбери сам. Здесь правильное место. Выравниваемся. Когда выравниваемся, поворотник может отщелкнуться. Еще раз его включаем до полной остановки. Остановлюсь. Значит, что я тебе хочу сказать? При повороте направо мы держим правую фару, вот этот вот угол машины, на расстоянии от бордюра, на расстоянии от полкорпуса машины до корпуса машины. То есть вот корпус машины, это ширина у нас левой фары, да? То есть вот мы видим, сколько у нас машина занимает, нам проще ориентироваться так. При повороте налево мы делаем все то же самое. Это, естественно, на малых скоростях по крайнем левой полосе от бордюра мы держим левую фару от бордюра на расстоянии также от полкорпуса до корпуса машины. Почему не больше? Чтобы под нас не подлезли ни справа, ни слева другие машины. Почему не меньше? Потому что на этом повороте мы можем зацепить бордюр. А если мы будем двигаться при повороте направо слишком широко от проезжей части, то есть попадать не в крайнее правое положение по правилам дорожного движения, экзамен будет закончен. Нам нужно это соблюдать. Начинаем движение от правого края проезжей части. У нас как раз здесь остановка на спуске показалась, получилось. Стоят припаркованные машины, поэтому по правилам повернуть не получается. Сплошная линия разметки, которая вот очень быстро стирается, ее уже практически не видно. То есть у нас получается, что мы должны будем либо нарушить сплошную линию, либо нарушить правила поворота. Вот на экзамене была такая же ситуация. Парень думал, что ему делать. Естественно, он ничего не сказал. И проехал со второго ряда, повернул направо. Инспектор промолчал. Потом мы с ним обсуждали. Он говорит, да, ну как бы он сообразил, что нельзя пересекать сплошную, и повернул так, как получилось. Но это тоже неправильно. Я считаю, что он должен был сказать, что выполнить задание по правилам не получится. Из-за того, что стоят припаркованные машины. На перекрестке поворачиваем налево. Ну вот, ты на встречку там пока не лезь до перекрестка. Передачка правильная. Вот тут такая дорога непонятная, да? Вроде бы две полосы. Вот одна в эту сторону, другая вон в ту сторону. Какая из них где? Вроде бы они должны быть здесь по одностороннему куску, но знаков нигде не было. Наши организаторы дорожного движения. Там попозже, по-моему,
сам вступает нужно, ну, где знак стоит, а то выступает уже правило, правильно? Ну вот я не знаю вообще, как здесь все это расценивать. Ну вот что-то опять на серединку полез на повороте, без поворотников все это выполнил. Это уже изгиб нет. Да хрен его знает. Вот если ты сомневаешься, изгиб Ну, я это понял, дороги лучше или... включить, но я как бы, Лучше не включить. Я сомневался. просто там видел еще один возможность. Изгиб дороги, это когда у нас другой возможности нету. Если она есть, если не было команды изгиб дороги, значит считаешь, что это перекресток, раз есть куда-то еще отвернуть. Да вот. Ну, тут вот точно изгиб, тут, хотя тут тоже Тут съезд. есть вот. возможность. Ну не знаю, что делать с этим. Знак Вот появился. это поворот. Да. Вот знак повесили одностороннего движения. Кусочек, да? Поехали прямо. Сейчас на ближайшем перекрестке поворачиваем направо. Вот тоже. Знак «Уступи дорогу», ты даже не посмотрел налево. Я посмотрел. Конечно, здесь Ну и мы вроде-то ничего не нарушили, просто вопрос безопасности при любом выезде на, тем более со Я второстепенной посмотрел, дороги. там тоже учебная ехала, но недалеко. На следующем перекрестке разворачиваемся, двигаемся. А давай налево повернем на следующем перекрестке, поворачиваем налево. Ну, ты... Нам можно налево? ну нет, конечно. А он поехал. Ну и чего он поехал? У нас есть стрелка. Я Если просто- я есть тоже стрелка смотрел, на но светофоре, Поехал, я движение в сторону стрелки разрешено только при ее включении. Вот так вот, вот так вот нас другие вводят в заблуждение. Вот может быть она как раз коррупционным методом права получила, и в результате вот так ездит девушка. Вот стрелка включилась и начинаем разворот. Значит, в чем Разворот здесь? куда? А, поворот налево. Забываю. Левый вон туда. Ты должен на выезде с перекрестка оказаться не на встречке. Вот так хотя бы. Понял, что слишком резко это слезал дугу, надо было чуть-чуть покруче ее сделать, чуть-чуть побольше. Ну вот сюда тоже могут привести для выполнения каких-либо парковок. Здесь у нас движение налево. Знака кругового движения я не видел. Значит, едем просто по этому кольцу. Понимаю, место для разворота автобусов сделано. Тут у них дорогу кусок кирпичами заложили. Еще и одностороннее движение. А где оно? Начало было одностороннее. Конец есть, а начала не было. У нас здесь все зафиксировано. И выезжаем на перекрестке направо. То есть могут сюда вот завести, на эту площадку. Здесь тоже возможно выполнение всех этих наших маневров, которые мы сделали в начале экзамена. Вернее, урока. Я вожу вас по всем возможным как бы вариантам. Вот опять ты едешь на такой скорости, опять далеко вылезаешь. Ну сколько можно вот тебе объяснять? Всем видишь, вылезаешь, снижай скорость тут же, реагируйте мгновенно. Но это опять не сдал. Вот только за этот маневр.
Сразу 5 баллов. Сразу? Поворот направо проходит так, чтобы мы оказались в правом крайнем положении на выходе из поворота. То есть из правого ряда в правый ряд. Если мы цепанули в другой соседний ряд, все, экзамен не сдам. Но когда нет разметки дорожной, сложно понять, там мы цепанули 10 сантиметров или 20. Но когда пол машины вышло туда, это уже понятно. Тоже у нас как бы сложный такой перекресток, надо уступить дорогу. Обязательно посмотреть, прям головой покрутить, чтобы инспектор видел, что мы следим за безопасностью. Набираем максимально разрешенную скорость. Сколько у тебя? Уже 40? превысил. Уже превысил. Ну почему? Если машина идет под спуск, вы же видите, что спуск, значит, возможно, она будет разгоняться. Мало того, что надо отпустить газ, надо еще и быть готовым чуть-чуть подтормозить, если у нас есть ограничение скорости. Если машина идет на подъем, наоборот, для того, чтобы поддерживать скорость, чуть-чуть побольше газу надо. Вот этот знак 40 действует вот до этого вот съезда, до этого перекрестка, который так сразу не заметишь. Проезжающую такую машину обязательно проводим взглядом по контролю интервала. Любую машину, которая нас обгоняет, что справа, что слева, смотрим по зеркалам, на каком расстоянии она от нас находится. Если расстояние близко, особенно часто смотрим на криволинейных участках. Не каждый водитель едет по правильной траектории, могут подрезать. Чтобы этого не произошло, мы должны быть готовы к маневрированию. Чуть-чуть, но отъехать. Безопасность у нас прежде всего. Я думал, там получше засуд на земле. Ну, у нас такое бывает, но тебе надо было, конечно, перестроиться вовремя. Опять ты немножечко на момент пропустил. В одну пропустил машину, чисто перестроился за ней. Так, нам куда? Впереди прямо. Что видишь справа? Знак стоп. До полной остановки. На полной остановке. Пятничный. Видишь, даже другие водители выполняют требования знака стоп. Это у нас еще один железнодорожный переезд, то есть еще одно упражнение по проезду железнодорожных переездов у нас выполнено. Я же Вообще ничего не знаю. Вот совершенно глупый знак кругового движения справа, синенький. Как только мы его увидели, включаем правый поворотник. Зашли на поворот, можно выключать. Здесь тоже не меняем полосы для движения. Если меняем, то только с поворотниками. Туда? Нет, туда. А, ну так. Здесь выбираем место для остановки и останавливаемся. Можешь сюда заехать. Меняемся. Урок на этом закончен.